Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней. Что или кто спешит в вашу жизнь? События будущего с 1 по 10 июня. Давайте узнаем, что будет меняться или, возможно, вы что-то захотите изменить. Вообще доброе время июня, гармоничные энергии. Нам с чем-то определиться или рассмотреть какие-то новые возможности – или просто отдохнуть даже, мои дорогие. Давайте узнаем, что нам подскажут карты, и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет, а личная история во всех нюансах вашей жизни. Но может нам помочь понять то, что формирует в нашей душе какой-то вопрос или проблему, определиться с чем-то, решить и снять напряжение, эмоциональное в первую очередь напряжение. И в этом нам и помогают как раз карты Таро. Наверное, поэтому и любителей Таро, они как бы существуют, и многие сами начинают, применять в своей жизни. Это правда, это и досуг замечательный, но это словно такой беспристрастный разговор с самим собой. И это, кстати, по части вас. Вы люди интуитивные, и для рыб я должна сказать, ну, может быть, кому-то это важно будет услышать, все то, что касается психологии. Это может стать вашей не просто профессией, а когда вы свои таланты раскроете по максимуму. Ну ладно, мы идем вперед, а я вас хотела пригласить на свой сайт. У меня есть астрологический прогноз. Оставлю ссылки в описании под видео. Пройдите, прочитайте. Мы идем дальше. Кто или что спешит в вашу жизнь? События будущего. Что же там с 1 по 10 июня для вашего знака зодиака? Кто или что спешит? Неожиданности. Первая карта Таро, которую мы достанем. С чем это связано? Что прояснится? Может быть, и информация какая-то придет, а может быть, это будете вы что-то прояснять и окончательно разберетесь в каком-то вопросе. В чем ваша фортуна, мои дорогие? Это как ваша сила, что вам помогает. Может быть, как и энергии, которые способствуют для того, чтобы решить многие вопросы. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то составление документов. Энергия денег, энергия любви, личная жизнь. Кто или что спешит? Ну вот поначалу, видимо, есть какие-то неопределенности. И, кстати, тучи это не есть, когда не может чего-то быть. Или мы не можем это осуществить. Или добиться словно победы. Здесь число 6. И это сама по себе цифра, которая победоносный какой-то предполагает период. А выглядеть-то вот как раз может словно тучи. Карта говорит, выглянет солнце. Туча – это временное состояние, а для кого-то это то, что вы хотите осуществить, но на данный период времени, по крайней мере, может быть, это 1, 2 где-то июня, да, вы не знаете, как поступить или с чем тут правильно провзаимодействовать, какой выход найти. Не отказывайтесь от своей какой-то задумки, мои дорогие, потому что это именно карта временных каких-то, ну, может быть, и неурядиц, или словно как период до темноты. Вот именно если мы говорим «не знаю, как поступить» или «как выйти из создавшегося положения». Что спешит в вашу жизнь? Вы знаете, благополучие само по себе спешит в вашу жизнь. Очень добрая карта в этом оракуле. У кого-то вопросы личной жизни, вопросы семьи, для вопросы пары. Или вы хотите куда-то поехать. Может быть, сама по себе командировка, или вы вообще намереваетесь поменять место жительства, у кого-то поближе, у кого-то и подальше. Может быть, съехаться с любимым человеком. Планирование, кстати, вопросов личной жизни здесь тоже может быть. И в этой карте вообще какие-то дела сердечные нам больше говорят. Значит, есть и, может быть, конкретно нерешенная тема по части личной жизни, если мы соединим эти две карты. Или вы даже ну, может быть, и думаете о том, что чему отдать предпочтение. Может быть, у кого-то и выбор между партнеров. И такое я могу предположить. Но есть какая-то задача. Или просто еду, не еду. У кого-то по вопросам работы, может быть, как релокация офиса. Или когда вы понимаете, что
Максимально свои таланты я могу раскрыть в другой местности. Тогда вы будете просчитывать и просто собирать информацию, куда же я могу осуществить переезд, и все то, что с ним связано. И поверьте, вот как раз вот, с арканом тучи и проигрывается больше что-то, что находится на расстоянии. Но пока мы еще не видим способы взаимодействия или как правильно поступить. И здесь вы будете шаг за шагом что-то прояснять. Вот для кого-то именно эта концепция, она как основная. Информацию будете собирать. Кто или что спешит в вашу жизнь? Ну, наверное, почему и тучи. С одной стороны, вы предполагаете, что не все обещания исполнимы, не все люди держат свое слово вообще. Или, может быть, то, что касается именно перемещений, да, или проживания в новой стране, в новой местности, или там, где вообще менталитет другой. Здесь нельзя замечтаться. Тут придется и себя буквально самого сохранять, и как отстраивать свое благополучие, может быть, с нуля. Вот у кого-то и так. И я не могу сказать, что это вас очень пугает. Просто именно детализировать этот вопрос вам захочется. Для тех, у кого нет таких глобальных планов на перемещение, на что-то такое грандиозное, здесь могут быть просто вопросы дома, и тоже вы ищете информацию, разузнаете что-то или пытаетесь сами ну, что-то просчитать по тому вопросу, который может касаться отчасти и личной жизни, ну, кто знает, может быть, и денег тоже, я такое могу предположить. Потому что э, здесь какой-то проект, который должен быть именно в жизни выполнен. А пока, поскольку тучи, непонятно, как к этому поступиться. И единственное, вот аркан лиса, это не та лиса, которая часто в колодах Ленорман присутствует. Обратите внимание, какая мудрая, добрая лиса. Она сохраняет то, что ей дорого. Она сохраняет своего лисенка, словно всем телом его закрыла и хвостиком еще обвела. Тот безмятежно спит, а она наблюдает и анализирует. Вот вы будете наблюдать, анализировать и, видимо, проводить параллели, что мне помешает, кому я могу довериться, а кому точно нет. Но замечтаться как будто нет. Нельзя, иначе мы можем столкнуться с разочарованиями. Почему говорю так? 14 и 9. Если сложим 14, получим 5. 5 это всегда какой-то недостаток. Недостаток либо в финансах, либо вот это взаимопонимание, да, в контактах не смогли договориться. Или мы говорим дальше число 9. Это вибрирующее число перемен. То есть мы можем рассматривать девятку, видим, да, в таком положении. А если мы перевернем, это победа. Вот это победа, которая прописана в аркане тучи. Но как к ней подступиться, пока непонятно. И тогда карта говорит на самосохранение собственных идей. Идею можно украсть, кстати, мои дорогие рыбы и рыбки. Или может быть, карта говорит, кстати, с учетом вот этой карты аиста, у нас один аист, что какой-то проект тебе нужно рассчитывать на самого себя, и какой-то путь тебе придется проделать в одиночку. И я могу сказать, вот в одиночку даже какой-то проект, пусть это касается работы, творчества или даже переезда, здесь не столько какая-то общность, друзья там или какие-то даже контакты, а вот умение самого себя на что-то нацелить, сконцентрировать и одновременно быть добрым другом самому себе в собственной душе. Почему? Потому что на основе этого формируется самодоверие. И кто знает, возможно, вы предполагаете, что тут действительно могут быть такие варианты, когда мне придется оттолкнуться от того, что я умею делать, к примеру, словно от своих собственных решений или от того, что лично у меня будет. И вот это, как, знаете, смена между, может быть, и предыдущим взглядом на жизнь, когда вы были более открыты, вы были более готовы прийти на помощь, мои дорогие рыбы и рыбки. Вас словно судьба заставляет самого себя или саму себя беречь. И для кого-то, и пусть это, конечно, не для всех, вы перекладываете на свою жизнь, потому что невозможно по 3 картам описать все ситуации, а меня смотрит большое количество людей.
Так вот, для кого-то это разочарование, потому что ты остался на один с какой-то своей проблемой. И те, кто вчера еще были рядом, куда-то испарились. Остался только дым и мои воспоминания. И мне теперь хочется, чтобы вот эти тучи, ну или дым так аллегорически, быстрее это уже все закончилось. И вот я теперь намерен себя сохранять. Вот то есть по разным причинам наступает вот такая позиция, которая изображена на этой карте. Вам действительно нужно мудро наблюдать за тем, что происходит вокруг, и не позволить соскользнуть в то, что для вас может быть минусом. Сохраняйте самих себя. Что спешит в вашу жизнь? Любовь. Тут и любовь может спешить в вашу жизнь. Почему? Может быть, и встреча, допустим, для тех, кто один или одна. Конечно, я это допускаю. Но вы можете закрываться, это я тоже допускаю, потому что прежняя история, или, может быть, истории не самые веселые были, и уже какой-то жизненный опыт вы получили и предпочитаете, да нет, я лучше не буду торопиться. И если человек действительно мне сужден, словно по судьбе, ну так и значит мы будем вместе, и наши контакты будут продолжены. У кого-то эта карта будет говорить еще о внимании к вашей персоне, вот для вас неожиданном внимании. И вы тоже тогда, с учетом аркана тучи, непонятно, как к этому относиться. Карта все же доброй энергии вам какие-то предвосхищает на июнь месяц, 1 по 10. Но вы, мои дорогие, первое, нацелены на что-то свое, а второй, его величество, богатый опыт, вас немножко останавливает от поспешности. Ну, кто знает, может быть, так и правильно. А для тех, кто в паре, я все же вижу, конечно, у каждого свои какие-то желания, намерения, но если были какие-то шероховатости в отношениях, проговорить все-таки вы что-то важное сможете, чтобы понять друг друга лучше. Но я не вижу того, что рыбы и рыбки готовы вот так открыть душу нараспашку в эти 10 дней. Вы, наверное, будете больше в тех энергиях, когда вы не захотите быть открытой книгой для окружающих. И неважно, либо это люди близкие, либо далекие. Вот, видимо, какой-то опыт вас как будто удерживает. Или это то, что вы хотите осуществить. И перед тем, как выдать, да, какой-то конечный результат или сказать об этом кому-то, вам нужно еще самому с этим определиться. Вот может быть и такой вариант тоже. Неожиданности. Но явно какое-то решение вы примете. Еду, например, да, или занимаюсь вот именно этим делом, или готовность что-то изучать. По тузу жезлов это наше решение. Кстати, это в неожиданностях какая-то информация вам может поступить. Знаете, это как, конечно, у кого-то телефонный звонок, у кого-то сообщение, смс, у кого-то, может быть, средства массовой информации. Но вот этот жезл делит нашу жизнь на период до и после. И это мы приняли решение, и какие-то уже первые действия мы готовы реализовывать. Какая-то готовность у вас будет решать, а именно двигаться в четко определенном направлении. Может быть, для кого-то это вопросы даже личной жизни и страсти, мои дорогие. Вот эти две карты точно. Влечение к конкретному человеку. Но у вас еще и холодная голова в этот период присутствует, поэтому с одной стороны, вы можете чувствовать некоторую двойственность, да, вроде сердце куда-то зовет уже, да, а вот разум, интеллект немножко останавливает. Что же откроется, что прояснится? По пажу чаш. Я не могу сказать, что тут что-то прояснится. Правда. Здесь мы изучаем что-то новое или вдохновляемся. Здесь может быть как знаки внимания, или вы кому-то будете уделять знаки внимания. Но сказать, что вы воспринимаете всерьез, да, что-то, или тот человек, который проявляет знаки внимания по отношению к вам, тут однозначно что-то будет продолжено на длительный период времени. Эта карта больше нас приглашает вдохновиться моментом и говорит хорошее настроение. Может быть, вы и проясните, но вот, к примеру, со знаком плюс, каким делом вы будете заниматься, именно творчеством, потому что идет вдохновение по этой карте. Когда нас действительно настолько зацепила какая-то тема, и мы так с головой в нее уходим. Вот в этом плане тут может быть прояснение, какие же четкие шаги мне нужно сделать. Вот в этом плане это да, это со знаком плюс. А то, что
Ну, конечно, и добрые эмоции, да, тут может быть новое знакомство с человеком, даже который моложе вас. Иногда такое совпадает. Или прояснится, кстати, для людей семейных какая-то тема, которая касается ваших детей. Может быть, и взрослых детей, неважно, все равно дети есть дети. Может быть, и дети на расстоянии, кстати, да. Вопросы, как съехаться или, мои дорогие, как разъехаться. Вот, кстати, может еще проясниться для тех вопрос, кто действительно хочет разъехаться. И неважно, с какой позиции вы смотрите. Либо вы от родителей собираетесь уехать и начать свою жизнь как самостоятельно, или где-то уже и родители-то тоже допускают, вы смотрите, и ваш ребенок вам сказал, не обязательно, что это знак рыбы, но это вы можете быть под знаком рыбы рожденной, а вам человек, ваш близкий, ваш ребенок сказал, что нет, я решился, буду переезжать, или я буду куда-то отправляться, или что-то изучать, чем-то заниматься. И вы будете прояснять, что же это такое, с чем это едят, почему это так случилось. Но вообще, вы знаете, тут повод для радости есть, тут что-то доброе проясняется или пытается войти в вашу жизнь. В чем же ваша фортуна? Вот во всем новом и есть фортуна, в каком-то новом начинании или изучении. Изучение нового языка. Кстати, путешествие опять проходит по нулевому аркану. Нам хочется даже этого драйва, и мы готовы шагнуть вот в это будущее. Но всегда у нас шут изображен на краю обрыва, поэтому нельзя замечтаться. Мы уже с вами об этом долго говорили. И в этом где-то интуиция вам дает правильные подсказки. Поэтому будьте осмотрительны, мои дорогие. С места в карьер точно не торопитесь. У вас вот в неожиданностях, да, вот такие яркие энергии, как приток жизненной силы, когда именно вы уже нацелены на что-то, и вроде как и сил вы чувствуете, у меня хватит. Но, знаете, не всегда эмоции– это хороший подсказчик, или когда мы словно какой-то реванш пытаемся брать. Нулевой аркан нас останавливает от таких поспешных каких-то штурмов, да. Здесь нужно осмотреться, мои дорогие, или найти дополнительную информацию. Поэтому, что буквально в чем фортуна? Именно в новых начинаниях. Но сказать, что мы действуем по наитию или надеемся на авось, это уже не про фортуну, это аркан старший, где-то он останавливает. Но перезагрузка, что-то передумать, переделать, построить для себя какой-то новый тезис-план, изучать что-то новое, задуматься, в принципе, о том, как построить карьеру, если прежде вы не думали, или решиться на что-то, может быть, сменить имидж, для кого-то буквально первые шаги, здоровый образ жизни, почему нет? Самые разные сферы. Именно с нуля мы как обновляемся, возрождаемся заново, по сути дела так. И опыта-то у нас нет. Нам еще предстоит что-то изучить. Нам еще предстоит себя сохранять, пройти какой-то сложный путь. Но, тем не менее, это как игра жизни, которая завораживает. Ну и беречь себя надо, и вроде как и не отказываться-то тоже. Посмотрите, какая карта. Это дела, работа, бизнес. Тут какие-то дела вы можете согласовать. И это карта искренности. Вот смотрите, изображены дети. И дети почему? Только в детстве мы свободны от меркантильности. Мы воспринимаем искренне друг друга, с кем мы хотим взаимодействовать. И мы совершенно не прощаем или не переносим, когда нас кто-то пытается обидеть. Или наоборот, быть таким вот прожженным, продуманным, не по возрасту, да. Почему меркантильность нам часто мешает? Мы уже потом, когда вырастаем, ну, обстоятельства жизни нас постоянно заставляют держать руку на пульсе. Ну вот именно на данный период времени ваши искренние намерения цели. Может быть, то, что вы даже когда-то пробовали. Все-таки иногда шестерка кубков, как мы возвращаемся назад, некоторые дежавю, ностальгия. Мы хотели, мы пытались, не получилось. И кто знает, может быть, тот прежний проект, он не получился именно в каком-то ракурсе или в какой-то концепции. А здесь с новыми вариантами вы захотите попробовать что-то подобное, но не в том же направлении, а в несколько ином. Иными словами, была мечта, и пытались осуществить, не получилось. А теперь она словно возвращается, и вы в более продуманно продуктивных энергиях составляете себе какой-то план, выбираете в помощников надежных людей
И вы, ну, может быть, это и не буквально проект, а это, если мы говорим переезд, может быть, это кто-то будет с родственниками контактировать, договариваться в плане, ну, какой-то группы поддержки, да. Тут ведь всё зависит от того, что у вас на кону стоит. Но как будто есть смысл что-то продолжать, потому что ведь 6, опять же, это у нас число победы. И, может быть, тот проект, который у вас не пошел когда-то прежде, здесь можно попытаться с новыми энергиями запустить, и, скорее всего, у вас что-то получится осуществить. Не наступайте на горло собственной песни, мои дорогие рыбки. Энергия денег, восьмерка жезлов. Тут даже какая-то информация может прийти о деньгах или каким образом зарабатывать деньги. Может быть, это сама по себе бумага, получение денег, может быть, даже немножко раньше, чем вы этого ожидали. Здесь может быть еще и какая-то информация, которая вам говорит, как правильно взаимодействовать с какими-то финансовыми институтами, имеется в виду, или системами, как правильно переложить какие-то ваши желания, да, на какую-то финансовую составляющую, может быть, что-то и рассчитать. У кого-то это может быть как оплата за учебу. Почему нет? Потому что вы можете принять спонтанное решение, как бы, да, и к этому еще будут внешние какие-то события, которые вам позволяют это сделать. И, может быть, для этого, ну, где-то вы будете держать контакты с теми людьми, на кого вы можете опереться. Вот есть какая-то определенная взаимосвязь между делами и вашими финансами, или, может быть, документами, надежным партнерством и одновременно скоростью. Ведь это карта скорости. Решайся как будто сейчас или проясняй какую-то обстановку именно сейчас. Потом не будет таких возможностей. И, может быть, для кого-то из вас в разведку придется куда-то собраться и отправиться, совершить это самое перемещение, дабы встретиться с конкретными людьми, что-то проговорить, прояснить. Одним словом, не теряйте времени, если даже поначалу начинается вот так непонятно, да, мы говорим тучи, а все-таки с 1 по 10 это уже не один, не 2 дня. И кто знает, может быть, в процессе этого периода открываются эти возможности. Мы можем ведь тоже поставить на паузу и думать, ай, дай-ка я еще подожду. Или где-то расслабиться, потому что энергии добрые будут, мы с вами об этом говорили. Но именно по вопросам финансов тут есть как будто какая-то тема, проект, задумка, которую нужно перекладывать на реальность и думать, как воплотить в жизнь. Но что-то доброе пытается войти в вашу жизнь, потому что по этой карте мы набираем темп, а у вас на финансы. Значит, какой-то прогресс в финансах может наметиться. Личная жизнь. Ну, паш мечей тут не совсем про любовь, хотя про любовь выпало. У кого-то будет банально. Не достигли взаимопонимания для тех, кто в паре, да? А для тех, кто, может быть, есть какой-то вопрос, который, ну, вот как камень преткновения. И у кого-то, кстати, в парах, которые проживают вместе давно, ну, это может быть камень преткновения, когда же ваш взрослый ребенок, вы готовы включиться в какой-то вопрос, а может быть, ваш супруг или супруга нет, не считает, что тут нужно как-то поступить по-другому. Но это может быть одному-двум важно услышать. Но и тем не менее договариваться-то придется. Вот по шестерке кубков мы все равно должны избегать любых конфликтов. Здесь наоборот, через добрые энергии мы можем со всеми договориться, и тогда наша жизнь будет более предсказуема, программируема, ну или заручиться поддержкой. Вот правда, тут не совсем вот либо так, как я хочу, либо никак. Для кого-то из вас эта карта будет свидетельствовать, что, опять же, прежняя какая-то минусовая история любви не дает вам вот полета души для того, чтобы познакомиться с кем-то другим. Как будто вы можете закрываться, выбирать другое направление. Хотя я могу направление другое, что я имею в виду? Искать другого партнера. Такое тоже допускаю. А для тех, кто один или одна, я не могу сказать с учетом всех карт, что вы... Хотя добрые карты, я уже много сказала по картам оракула, но, понятно, мы все разные. Но сам по себе настрой по пажу мечей– это когда мы вот именно ищем решение к какому-то вопросу, и мы его находим. Но при этом мы принимаем какой-то альтернативный вариант или сами находим этот альтернативный вариант. Давайте карту совет. Все же мы все разные, поэтому
по одной карте судить. А вот и правда, недостаток взаимопонимания, недостаток финансов проходит по этой теме. Пятерка пентаклей. Знаете, у кого-то могла быть такая грустная история, когда все словно в одной корзине перемешалось: и чувства, и эмоции, и деньги. Не решили, не договорились, не нашли взаимопонимания. И вот для вас будет очень важно, а может быть и правда была какая-то история, когда вас подвели, обманули, ну или как-то человек себя повел не очень красиво, все плохо и мало вот ему. Вот бывает такое, правда? Все-таки жизнь наша, она разная, это точно. И вам уже не хочется это продолжать. Потому что сколько вроде как не пытайся первому идти на примирение, или сколько не пытайся найти взаимопонимание, если человек закрыт, то это как футбол в одни ворота, правда? Это тоже на самом деле имеет место быть. Поэтому и вы можете выбирать другое направление, потому что вам, кому-то из вас, что-то до чертиков надоело. Понятно, не для всех. Ну, давайте еще одну карту достанем. Опять же, мы все разные. Но хочется вот от этих сомнений избавиться. Девятка мечей, карта искаженного восприятия. Нам словно кажется, мы устали от какой-то боли. Может быть, и по личной жизни, но есть какая-то обстановка, которая действительно вам не просто надоела, а вы чувствуете, что она на вас давит, вот как эти мечи. И ведь в реальной жизни мы не можем это переложить на какую-то конкретику или в материальную плоскость, но это состояние души, когда это нам просто надоело. Хочется быстрее закончить какой-то прессинг. Может быть, у кого-то из вас отношения такие были сложные. Что еще? Я так надеюсь, что для тех, кто в паре, у кого все хорошо, мои дорогие, тут действительно будет какое-то продолжение, ну, решение некоторых вопросов. Но, в принципе, тут вы договоритесь. Но такое впечатление, что все карты больше раскрывают ситуацию, которая была со знаком минус. Да, вот посмотрите, как последовательно. Словно мысль по пажу мечей. Когда мы задумываемся, может быть, поменять отношения, поменять и направление даже по творчеству, хобби. Тут такое может быть. А побудительный мотив — прежняя минусовая ситуация. И та ситуация, когда ни взаимопонимания, ни финансовой какой-то стабильности не было. Или когда нас используют. Вот по части нас используют, вот как раз девятка мечей. И вроде бы, знаете как, какой-то период, может быть, и что-то налаживается, и нам кажется, ну вот, какой-то минус, он уже закончился, но тут какая-то цикличность проходит взаимоотношений, может быть, прежних. И вы именно от этого устали. Сегодня хорошо, завтра хорошо, а послезавтра непонятно, а еще через 2-3 дня вообще и звон рук плохо. И вы могли именно устать вот от этого прессинга и уже подготовиться к тому, что вы готовы либо буквально куда-то поехать, либо пересматриваете отношения. Потому что по восьмерке мы как раз и уходим от вот этих разочарований, от того, когда мы прикладывали много усилий, а отклика никакого. В любых взаимоотношениях какой-то взаимообмен. А здесь вот если его не было, то мы просто идем в сторону собственного счастья. Идем налегке. Ну уж не знаю, мои дорогие рыбы и рыбки, вот такой 4 карты достала, правда. Значит, просто этот расклад, именно последнюю, на личную жизнь, карту, которая вам выпала, и пояснение к ней, важно услышать тем, которые сейчас находятся вот в каком-то таком сложном выборе и не знают, решиться или нет. То вот как раз восьмерка чаш — это когда мы ищем выбор, и мы его находим. Да, мы уходим. Мы уходим от этого прессинга и разочарования. Почему? Мы должны быть счастливы, мои дорогие. Мы должны себя сохранять. А ваше от вас не уйдет. И какие-то правильные решения вам, видимо, все-таки предстоит делать в разных сферах жизни, поскольку мы разные. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.